Всех приветствую на канале. Мы с вами подходим к разборке, я давно обещал, если у меня будет возможность. Это разборка одного из самых топовых, крутых, дорогих и интересных и титулованных объективов Советского Союза. Это у нас Таир-11. Мне он пришел на день рождения летом. Я его принципиально себе заказал, потому что найти или купить его далеко не так-то просто, особенно с вот таким оранжевым редким просветлением. Ну, не прям дико редким, но оно реже, чем все остальное. Классическое малиновое или более темноватое фиолетовое. Оно здесь похоже, просветление вот примерно такое, да? Что-то есть, да? Вот прям, давайте, да, вот прям похоже, вот. Если сравнить с Юпитером 9, здесь оно более золотистое. Это считается более редкое и, ну, я не знаю, считали ли в те годы более каким-то люксовым, потому что оно не было постоянное. То есть, может быть, это была какая-то лимитированная версия просветления. Это не стекло, это не само оптическое стекло. Это именно просветление. Какое оно там было? Химическое, да, которое на нем было. И почему они не наносили, если оно было лучше, почему они не наносили на все остальные объективы, которые вот у нас такие малиново-фиолетовые, да, вот если посмотреть. Почему, если оно было лучше, они не стали только его делать. Вот здесь вот большие-большие вопросы у меня. Но цвета это просветление передает все-таки поинтереснее. Действительно, очень-очень интересная картинка. Вот, что Юпитер 9 один из любимых объективов, что Юпитер 3, мы отсняли фильм с помощью этого объектива. И скажу честно, мне зашел этот объектив очень сильно, круче он 8. Ну давайте будем честными, он, во-первых, светосильнее, серьезно так светосильнее, потому что 1.5, причем с рабочей дыркой 1.5, это довольно жестко, я вам хочу сказать, потому что действительно удавалось сделать, вот уменьшить гриб, выделить фокусом то, что нужно, отделить от фона, потому что ширик, он, особенно на 2.8, когда темноватый ширик, он гриппом бьет, у тебя все получается в фокусе, и вот было такое, что я такой, так, у нас не получается на мир 1 снимать, у нас все получается, вдалеке все получается в фокусе, и мы переходили на полтину, чтобы снять относительно общий или дальний план, и в тот же момент отделить и от фона, и от того, что спереди. То есть мне удавалось выделить только людей в середине кадра. Довольно интересно, не считая того, что у него и цветопередача, и картинка, просто огонь. Он мне зашел. То есть вот мы использовали его буквально недели 3 назад, конкретно, четко, коротком метре в проекте. То есть это не какие-то футажи, это конкретно целенаправленная съемка короткометражного фильма. Значит, на прошлом видео с разборкой вот этого объективчика, да, вот именно этот, 60, сейчас я вам скажу, 69-го года, вот если судить по первым двум цифрам, он был очень-очень проблемный, и действительно я делал паузу с этим объективом около месяца, потому что уходил на проекты, то есть там были и по несколько дней подряд съемка, и подготовка неделя-две, мы бегали, скакали, искали нужные реквизиты, искали какие-то эффекты, каких можно добиться тем или иным способом, прям подготовительная работа. То есть самый настоящий был препродакшн, скакали, бегали, искали как сумасшедшие, там и локации, и реквизит. В общем-то, те, кто этим занимается, меня понимают. В чем фишка? Потом я к нему вернулся, потому что видео нужно было заканчивать. И остановился я, получается, полностью на сборке, то есть я собрал геликоид. Перед этим, конечно, мне пришлось его разбирать в тисках. Так получилось, потому что он просто не поддавался разборке. Мало того, что этот объектив был немножко закручен наискосок и было затянуто. Кроме того, насколько вы потом все увидели из ролика, все резьбы были недорезаны и нарезаны криво. То есть это большие проблемы в 1969 году было со сборкой этого объектива. Кроме этого, так получилось, что я ее достаточно сильно внутри ее подсточил, эту резьбу, но однако я его
полностью восстановил все положения, все значения, все кольца, ни одно кольцо не было ни на своем месте. То есть здесь не состыковывалось, хвостовик был откручен дальше, направляющие были накручены неправильно. На данный момент это полностью на 100% рабочий объектив, который при том дает неплохую картинку. Но мне отписались на канале, что по моему же методу точно так же был немножко подубит, я так понимаю, по той же резьбе объектив, потому что внутри есть винты. Сейчас мы его раскрутим и посмотрим. Внутри, да, то есть вот такая вот резьба, не сильно хорошая, то есть она там, ну, она рабочая наполовину. Вот, и значит здесь у нас были винтики, вон дырочки под них, но дело в том, что они закручены полностью не были. Я их выкрутил полностью и использовал, мне не хватало винтиков, вот я их вот туда или туда везде повставлял. То есть я этими винтиками дополнил те кольца, где винтиков не хватало, потому что здесь еще и это колечко вылетело, юстировочное. Здесь еще и не хватало винтиков. То есть, ну прям серьезно в него залезли и не пойми как. В итоге дело в том, что я понимаю, эта история печальная, потому что я точно так же свой объектив подубил. Хочу сказать, что иногда другого выхода просто нет. Потому что знаний ноль, знания полностью утеряны, и я занимаюсь какой-то объективной археологией, я бы это так назвал, потому что мне приходится, сколько объективов было повреждено, сломано. Хорошо, что это были в основном индустары вот эти по 300-400 рублей, блинчики, дальномерные и какие-то убитые гелики в районе 44,2, причем еще и такие, не самого свежего состояния. Хорошо, что я набивал шишки на этих объективах, потому что, ну, знаний их просто нет. То есть именно поэтому я этим занимаюсь, и неизбежно где-то что-то ты ковыряешь первый раз, у тебя нет никаких видосов ни на ютубе, ни на рутубе, нигде. Есть какие-то там древние минутные записи в стиле «я разобрал геликоид, снял одно кольцо, на грязную эту засохшую смазку натолкал туда какого-то говна, запаковал обратно, и вот теперь оно крутится». Но вы понимаете, я даже не хочу по этому поводу говорить, насколько это сделано плохо. Поэтому приходится этим заниматься. Но как конкретно я, то есть с помощью чего и как я разбираю объектив и делаю какой-то анализ. Давайте посмотрим на этот объектив. У нас он, колечки не теряем. Давайте мы его сейчас закрутим и заодно я вам объясню, покажу. Хорошо, что этот объектив теперь еще и накручен ровно. Все идеально в нем накручивается, затягивается. Здесь, ну, чуть-чуть, вот как я говорю, дальше уходит. Но опять же, какое-то юстировочное колечко добавить сюда. Или обменять более тонкое на более толстое. И будет еще и здесь вот это все на одной линии. Так вот, смотрим у нас. 69-й год, да? Окей, 69-й. Давайте я просто вам покажу, то есть, как я делаю выводы, из чего и так далее. 69-й. Хорошо, у нас есть там какие-то винтики, которые у меня были непонятно как накручены, имели ли они значение или нет, я доказать не могу. Потому что я беру объектив 72-го года, вот он, тот, который у меня до этого есть. Я беру легчайшим движением, идеально откручивается объектив 72-го года, да? Все, вот, все идеально у нас откручивается, идеальная резьба не перекошена и хорошо. Заметили ли вы какие-то дырочки, какие-то винтики и так далее? Нет, потому что их здесь нет. Никаких винтиков, которыми бы где-то что-то дополнительно закручивалось. Ничего здесь нету, ничего нету. Оно закручивается как классический занар и регулируется юстировочными колечками, чтобы все значения вышли на свои показатели. То есть получается в 69 году у нас гениальные комзовские сборщики решили придумать херню, дополнительно сшивать винтами, притом их можно снять, значит, только открутив вот это кольцо, потом открутив вот это кольцо, и только догадаться это все сделать, и только потом, без единого
не хочу матюкаться, без единого витка знаний и информации в интернете. Какие-то есть там нерабочие сайты, нерабочие форумы, уже полумертвые фотографии и так далее. Ссылки нерабочие. То есть нужно догадаться, что нужно тебе было снять. Хорошо, потом же они подумали, и в 72-м они отказались. Говорят, нет, это херня, мы отказываемся. Хорошо. Комз, тот же объектив, один в один. 67-й год. 67-й. Давайте попробуем его открутить. Ух ты! Идеально откручивается. И что? Где у нас? Винтики, которые дополнительно что-то сшивают. Видите? Я не вижу. Я вижу только один ограничивающий винт. Здесь ничего нету, только юстировочные колечки. Ну а как же так? Он на 2 года, получается, на 2 года раньше был сделан, чем тот, который мы разбирали. Тот 69-го, а этот 67-го. Почему же здесь нету? Да, если мы с вами логически подумаем, что в 60-х эти объективы на комзе сшивали, да, насквозь, еще дополнительно винтами. 57-й год, да, первые 2 цифры. 57-й. Берем, я просто покажу, мне не влом. Ой, идеально откручивается. Как так-то? Откручивается без проблем. Есть ли тут какие-то где-то винтики на резьбе, которые дополнительно сшивают? Я вам скажу нет. Потому что я точно это знаю. Закручиваем его обратно. Здесь нет, так это 57-й. То есть, если мы с вами логически рассуждаем, что 70-х они перестали это делать, то вот потом, ну, я это потом немножко дотяну. Понятно, это нужно вот так вот стянуть. Хорошо. В 57-м, значит, занары не сшивали. Окей. 59-й. Давайте дальше, да? Мы с вами все занары разберем. А чё нет-то, да? Я при вас это вот делаю, даже вырезать не буду. Просто мне хочется показать вам, что все занары советские, нету здесь ничего. Можете не искать, потому что я точно знаю, нет никаких дополнительных винтов, и ничего здесь закручено не было. И в итоге все у нас занары разбирается линзоблок от геликоида вот таким вот нехитрым методом. И юстируются вот эти все значения между собой прокладочками, чтобы все везде здесь состыковывало. Ну, я потом это дотяну, не хочу терять время. 63-й год. Даже уже показывать не буду. Точно так же все раскручивается идеально по резьбе. 60-е, да. Не 50-е. И то есть здесь нету. Хорошо. Такая же самоделка. Точно так же. Вот он здесь вот точно так же выкручивается. Я потом приведу его все-таки в порядок. Мне любопытно, получится ли его оживить и все значения сделать. В итоге, давайте так, сделаем выводы, что разобрал с несколько десятков, а то, что я там еще просто ковырял, искал, находил когда-то, то есть, с пару десятков занаров, начиная с 50-х, самый ранний вот 57-й, 56-й был, несколько 59-го года было у меня. Нигде ничего из занаров дополнительно не прошивается насквозь, нет никаких винтов. И исходя из этого, я, естественно, так как знаний нету, делаю вывод, что проблема не в винтиках, которые где-то там в глубине, непонятно как, никто не знает, как до них добраться. И это вся история, то есть еще должна дополнительно прошиваться. Зачем, а главное, нахрена? И в итоге я делаю справедливо по 10-2 объективов. То есть я делаю вывод, что не нужно искать никакие дополнительные винтики, чтобы их раскручивать. И то есть только через метод вот этого тыка, пробивания ошибок, раздалбывания объектива можно прийти к какой-то истине. То есть потом, когда я увидел эти винтики, которые не были закручены до конца, то есть они внутри не торчали, в итоге они не рвали эту резьбу, я сделал так, что сделал такой вывод, что эти винтики были ограничивающие, и я видел такую историю, из-за них он, геликоид, не выходил назад, то есть он выходил только через вперед, то есть это чтобы геликоид в другую сторону не разбирался. Ограничивающие винтики, в принципе, я на каком-то такое видел. Поэтому, подытожив, я хочу сказать, что, к большому сожалению, почему, в принципе, я этим занимаюсь, к большому сожалению, это целый пласт информации, целый есть, я не знаю, объективов 1000, а информации просто 0. И никто тебе нормально не скажет,
и никто тебе не поможет. Я извиняюсь, эти все сборщики, разборщики уже там почти всех нет в живых, банально от возраста, от старости, состояния здоровья и так далее. И приходится через метод тыканья, раздалбывания, ошибок собирать хоть какие-то знания, собирать какую-то базу. Насколько меня хватит, я сказать не могу, потому что это действительно колоссального труда занимает и времени, и порой уходишь на проекты, возвращаешься спустя там 2 недели, месяц к этим объективам, такие, надо закончить. Но пока я занимаюсь. Наверное, до конца этого года видео будут выходить. Чаще просто нет времени их делать. Возможно, я буду искать новые платформы, потому что YouTube это уже совсем, не буду матюкаться, потому что они же мне обиженки, просмотры, наверное, и режут на YouTube. Но Рутуб это еще хуже. Рутуб это 5 просмотров, 10 это, сказать, что это шлак, это ничего не сказать. И конкретно в этом виноваты, сами разработчики, они не в состоянии сделать нормальную платформу, где будет интересно и полезно находиться. Поэтому все до сих пор сидят на YouTube. Вот такие пирожочки. Поэтому мне жаль, что получаются определенные неудачи, точно так же. Я искренне хочу, чтобы максимальное количество ошибок было у меня же, чтобы вы их сделали меньше. Но узнать, какой у вас объектив, какого года, какие проблемы, это просто невозможно, потому что это нужно, его разобрать точно так же вместе с вами и выявить ошибки. Поэтому, к сожалению, приходится с этим сталкиваться. И да, перед тем, как начнем, по поводу просветления, сразу хочу подсказать для тех, кто ищет, как моментально отличить, какое лучше все-таки, если у вас есть выбор, какое лучше просветление. Вот, прямо наглядно, то есть мы видим более слева такое в сторону розового, лиловое, вот что-то такое. Здесь все-таки в сторону справа больше фиолетовое, да, туда вот, фиолетовые уже тона, сиреневые, фиолетовые. Так вот, сильнее теплит именно вот это. То есть с этим проблем у вас будет больше. Да, это правится на балансе белого. Да, это правится банально там на посте, но геморроя это добавляет, потому что если накинуть фильтр, еще сильнее теплит, потому что фильтр добавляет температуру, я имею в виду ND-фильтр. Потом смешанный свет, в зависимости от того, как свет, вы запаритесь гонять. Опять же, если у вас меняется свет резко в разных локациях, там помещение, натура, другой свет, другая локация, у вас постоянно вы запаритесь или гонять с карты серого, белого, постоянно отбиваться. Вот мы на съемках короткого метра, честно говоря, там фильтр то темно, то нужно размыть, то фильтр надеваешь, отбился по балансу белого, снимаешь фильтр, не отбился по балансу белого, потому что все спешат, такие, картинка холодная, потому что, сняли, она уже холоднее. В итоге там, девчонка на посте ничего не сказала, я думаю, там не так много было проблем. Но везде постоянно разное по температуре. Вот даже и при том, что ты с карты белого, серого отбиваешься, то есть пришел, чикнул, но каждый новый кадр, где там другой свет, уже приходится постоянно с этим париться. Поэтому всякие такие вот оранжевые, желтые, янтарные, вот эти вот золотистые, это крутое. Да, это действительно крутое просветление. Если есть возможность, конечно, ищите вот такое. Вот. Или же ищите еще более нежное, прям такое розовое-розовое, малиновато-розовое. То есть у этого цветопередача лучше. Здесь теплит. То есть просто больше геморроя. Это не значит, что он хуже, но просто он теплит сильнее. Возвращаемся к нашему объективу. Серебристый Tair 11, у него 133 мм, 2,8 у него светосила. Номер, по этому номеру крайне тяжело определить, какие годы, потому что по первым 2 цифрам, это невозможно определить, то есть что такое 02, непонятно. Но так как у него нету надписи 58 года Брюссель, нету, хотя он получал точно так же, как Мир-1 и другие Таиры, получал Гран-при, высший приз, и потом ВДНХ тоже получал. Значит, он, так как он выпускался до 70-го года, а потом черные пошли, просто потом пошли Таир 11А.
черный, ну там был какой-то такой переходной, буквально 1 годик. Он был такой же, только черный, у него хвостовик сразу был 42-й, а не 39-й. А потом уже ТР-11А с другим корпусом и так далее. То есть мне кажется, что он или 69-го, или там, ну, 68-й, 69-й, там, ну, 70-й год. То есть он почти поздний. Надписи уже, ну, ее нигде нету, она должна была быть где-то здесь. Еще одна крайне интересная штука. У него есть здесь резьба 52-я. Но у него здесь есть вот такая интересная тема. Это его прямо от этого объектива переходное кольцо на 49-ю резьбу. Причем, насколько я понимаю, я никак не мог вначале вкурить, почему на некоторых объективах вот он такой короткий, а на некоторых еще вот такой вот дополнительный хоботок. Я никак не мог понять, пока мне не пришел этот объектив. То есть вот у нас переходник, грубо говоря, родной, на 49-ю резьбу. И в итоге я просто это выкрутил. Ну, здесь затянуто оно не было винтиком, понятно, этого уже не было. Я просто выкрутил. И я накручиваю 52-й фильтр, мне не нужны никакие дополнительные кольца, это круто. Это очень было круто придумано. Вообще я хочу сказать, что этот зверь, он немножко другой. То есть вот что значит полностью наша советская разработка. Он действительно другой. Сейчас мы начнем разбирать, и я еще дополнительно вам покажу. Давайте попробуем классическую схему. Я не уверен, что она тут сработает. Это отделить узел геликоида от узла линзоблока и диафрагмы. Что-то мне подсказывает, что здесь тема эта не сработает. Но давайте пробовать. Хватаемся у нас за хобот. Вот за этот. И выкручиваем по типу Занара. И сейчас вы поймете, что это совсем другой объектив. Выкручиваем переднюю, получается, линзу. И это у нас получается откручен передний линзоблок. Я же говорю, это вот, ну, это прям вообще другая история. Вот здесь, скорее всего, надо чернить. Я думаю, что я эту историю зачерню. Что-то мне не нравится, вот это вот латунное. Может быть, из-за этого он ловит блики, о которых я говорил, что проблема, я не совсем понимаю, как это дело устранить. Посмотрим, доберемся. Ну что ж, у нас остался, получается, в принципе, и с линзами, и с диафрагмой, узел этот остался. Давайте пробовать разбирать его как-то кусками. Я уже не знаю, где-то можно ли еще схватить и открутить. Ну, боюсь сломать. Вот этот объектив слишком дорогой, чтобы пытаться его так нагло раскручивать, не зная. И при том, если там, повторюсь, с Занарами вроде как должно было все открутиться, то здесь этим и не пахнет. Давайте вот эти вот винтики откручивать. И, скорее всего, все эти кольца вот туда-назад пойдут. Откручиваем эти винтики. Винтики просто огромные. Это хорошо. То есть их там не выломаешь, ничего. Ну и давайте мы колечко просто будем вытаскивать назад. Как потом его будем ставить, все это потом с вами будем думать и так далее. Это потом в конце не заморачивайтесь с этим делом. Я всегда показываю, как его открутить. Так, пам-пам-пам. Понятно, это у нас колечко. Мне это напоминает... ну вот, я видел, да, как у нас смазывают ребята. Это вот сюда краски натолкали, смазки натолкали. Вот так вот размазали, закрутили. Ну, типа, все готово. Смазан. Ну, окей. Сразу же вслед за первым колечком винтики на втором. Здесь потом точно так же будем его по отношению к этой красной меточке и этим цифрам выставлять. Колечко точно так же уходит назад, аккуратно. Но я хочу сказать, я немножко в шоке от этого объектива. Я до сих пор не совсем понимаю, как отделить у нас вот эту часть с диафрагмой, механизмом от этой. Пока еще не понимаю. Я временно вкрутил ее обратно, закрыл крышкой, ну, чтобы оно просто не ловило лишнюю пыль. Я делал опять паузу в разборке, сейчас вот приступаю заново. И здесь, во-первых, у нее вес большой, и поэтому можно ее выкрутить, когда вот, ну, я вначале ее выкрутил, чтобы настолько у нее вес огромный, чтобы не перевешивало, было удобнее работать.
с частями, пока мы доберемся до разборки узлов, ну, вес у него прям такой. То есть он прям переваливает. Поэтому это не очень важно. Можно выкрутить для удобства, можно оставить. Как бы то ни было, я временно сюда потом опять буду выкручивать. Для того, чтобы нам отсоединить узел геликоида, как вот мы делаем обычно, геликоида от узла линзоблоков и диафрагмы. Значит, у нас есть вот в этом широком кольце, вот есть этот винтик, вот он. И вот здесь есть метки, как на кольце, где сам винтик. Здесь очень много меток было сделано, его явно кто-то разбирал много раз, но вроде бы сделано неплохо. Хотя, ну, конечно, есть вопросы, но об этом потом. И так же само здесь вон еще метка на внутреннем кольце. Ну, это для того, чтобы все это потом состыковать. То, что сделал метку, это хорошо, потому что точно можно понять, где тебе закручивать винтик. А он, этот винтик, он должен утопиться полностью, как здесь. Поэтому я в любом случае правильно сделал человек. Меточку вот там я бы точно сделал. Ну, для того, чтобы понимать, в каком месте вот дотягивать это кольцо, потому что дотягивается оно довольно сильно. Как бы то ни было, давайте сейчас выкручиваем этот маленький винтик. И теперь что мы делаем? Мы берем за нашу часть вот диафрагмы, чтобы было за что хвататься, за широкое кольцо. Видите, оно пока проскальзывает, нужно ухватиться, вот дотянуть его. Если схватиться за переднюю часть, она выкрутится, вот в этом проблема. И что нам нужно, это кольцо мы тянем в левую сторону. И здесь нужно усилие. Вот. И у нас кольцо это пошло широкое и тянет между этим весь узел геликоида. То есть оно по резьбе вот так у нас выкручивается. Здесь юстировочное кольцо не теряем. И здесь, как я уже сказал, метка. Сейчас я ее найду. Вот эта меточка. Это для того, она сделана напротив вот этого гнезда. Это для того, чтобы не гадать, где вы там нужно дотянуть, подтянуть. Выставляем вот здесь отверстие под винтик. Выставляем просто напротив этой метки. И мы точно знаем, что винтик у нас станет в свое место. Это пока в сторону временно. Это линзоблок и диафрагма. Здесь мы будем с этим работать отдельно. Здесь сделано по типу гелиосов 44.2 и Мир 1. То есть вот это кольцо. Оно у нас держится вот на 3 винтиках. Здесь вот я не вижу, или в глубине, или его уже нету, но неважно. И оно потом просто точно так же будет выкручиваться у нас по резьбе. Но перед этим я вижу, что здесь человек поставил метки. Видите? То есть вот это кольцо, которое у нас крутится, оно у нас при самом левом положении, видите, я до упора. Вот оно на одну линию, вот эти метки. На одну линию с этим кольцом. Я буду ориентироваться на эти метки, не буду ставить свои. Это для того, чтобы когда мы это кольцо потом накручивали по резьбе, мы выставили его в самом левом положении. Вот они в одну линию, и я точно знаю, что я точно так же могу закрутить, и они все встанут на свои места. Потому что бывает так, что ты где-то не дотянул, насильно эти винты закрутил, но у тебя начинает что-то где-то играть и так далее. Откручиваем наши винтики. Одного винтика у нас не было. Скорее всего, его взяли для того, чтобы они одинаковые, для того, чтобы соединять вот тем винтиком узел геликоида и диафрагмы. Хотя на самом деле затягивается оно довольно мощно. Ну, одного винтика не хватает, я потом попробую его подобрать, если у меня такой есть. Мы берем и налево. Я уже его сорвал немножко пальцами, у вас может быть туго. Тогда прокапываете вот сюда бензин, калошу или какой-то другой растворитель. Очень аккуратно. У меня он сорвался хорошо. И что я делаю? Я беру и откручиваю это кольцо по резьбе. Оно держит вот этот серебристый хвостовик. Все. Кольцо эту в сторону. По идее, этот хвостовик должен просто сняться. Как на гелиосе. Да. Я не ошибся. И вот у нас наш хвостовичок. Это по типу гелиоса и Мир 1 серебристый. Значит, у нас есть топорной винт. Его мы будем выкручивать. В него упирается именно сама вот эта часть подвижная. Вот, она в него упирается. То есть она не упирается вот этим элементом. То есть она упирается только вот просто своим же кольцом. Вот, бам. Мы будем выкручивать и снимать. Здесь
ведем наш вот этот элемент выступающий, и здесь он опирается у нас в стопорной винт. Вон он маленький, второй. Его не выкручивайте, вообще забудьте, нет никакой необходимости его выкручивать. Я потом покажу, как его правильно поставить. Мы выкручиваем вот этот вот винт и снимаем вот эту часть. И что мы теперь делаем? Мы просто берем, и вот у нас нигде уже не цепляется, нигде ничего не происходит. Мы берем его и выкручиваем. В итоге наш геликоид полностью разобран, идет на мойку, и потом мы будем это собирать. Маленький момент. Здесь, в хвостовике, у нас есть направляющая, вот она. Она как раз таки вот ходит по тому стопорному винту. И я гляжу, что эта вся история у нас подвижная. Я так понимаю, это для юстировки, чтобы была бесконечность. То есть, возможно, его на Nikon можно как-то хитро настраивать. Я просто с Никонами, в принципе, не работал на 95%, на 98%. Так вот, это внутренняя часть, которая может двигаться, она у нас закреплена вот этим винтом. Мой вам совет: не трогайте. Всю эту историю вообще не трогайте, оно не стоит того. И, возможно, то есть начнутся опять какие-то проблемы с калибровкой. Я так понимаю, что оно подвижное. В Гелиосе, в каком, по-моему, который я последний разбирал, 44 М4, кажется, вот там вот такая история. Тоже там внутренний элемент, он точно так же на винтиках, и его можно как-то вот двигать туда-сюда. Если здесь нет такой необходимости, то просто не трогайте. Я это трогать не буду. А зачем? Возможно, это также сделано для того, чтобы была какая-то ремонтоспособность. То есть тебе нужно было не весь этот вот кусочек заменять, а возможно заменил какую-то внутреннюю часть или внешнюю и так далее. Это уже вопрос скорее конструкторам. Итак, все вымыто, все чистенько. И давайте его собирать. Давайте мы вначале посмотрим, как он должен быть в правильной позиции. На самом деле я немножко его подвигал. И здесь, как и в объективе Мир 1, геликоид сделан так, что только в одном положении будет правильно. Это будет вот этим выступом будет у нас цепляться за этот маленький наш стопорной винтик. Все остальные попросту не рабочие. То есть вот если вы его не выкручивали, и у нас оно будет получается вот так в одну линию, но максимально близко. И вот наше единственное правильное положение. Вот, пожалуйста, наш выступ и наш стопорной винтик. Все, я думаю, вы меня поняли. Здесь позиция единственная правильная, только это. Остальные попросту не работают. Я попробую в этот раз Molykote Light. Я думаю, что этот объектив заслуживает. Смазка это, навскидку, в теории топовая. Давайте попробуем ей все-таки смазать и посмотреть. Я ни разу ей еще не пользовался. Если она действительно хороша, я думаю, что можно будет использовать ее во всех лучших объективов. Зеленая я и полностью доволен, но она бывает часто туговата. Посмотрим эту смазку. И максимально тонким слоем это все размазываем. Кисточка, в принципе, пойдет любая, лишь бы щетина не лезла у нее. Будет плохо. То есть это у меня это от триммера, от бритвенного станка, машинки. И немножко смазываем вот здесь, вот внутри. И будем уже пробовать это все накручивать. Смазали. Все поставили на место, вот как я и сказал. Ход мне нравится, но где-то оно немножко геликоид притирает. Но все равно я обязан им немного поработать. Хоть чуть-чуть, возможно, он просто уйдет. Надо поработать обязательно. Пока выводы вот первоначальные, они есть, но всегда нужно смазке дать немного поработать. Закручиваем наш винт стопорной и двигаемся дальше. И теперь давайте у нас накручивать наш хвостовик. Естественно, что нужно будет смазать всю внутреннюю часть. Мы видим, что оно терлось, краска облизала, то есть вот здесь. Нужно будет все смазать. Далее нужно будет смазать вот здесь. Точно так же, потому что потом кольцо у нас будет вот сюда надеваться и прижимать. И нужно будет смазать или вот этот желоб, или вот эту направляющую.
ну, желательно и то, хотя бы немного, по которой будет вот ходить по этой направляющей желоб. Также нужно смазать будет вот здесь. Да, здесь все эти детали, видите, если краска у нас со временем стерлась, значит здесь было трение деталей друг об друга. Так что всю эту историю нужно хоть немножко досмазать. Вот, мы все смазали. Здесь все смазали. В принципе, позиция опять же будет только одна. Желоб и наша направляющая. Давайте ее тут как-то состыковывать. Есть. Зашла. Теперь нам нужно накинуть наше колечко и его затянуть. Потому что если этого не сделать, я начну поворачивать. Естественно, сейчас оно все еще притирается. И вот у нас оно уходит назад, а хвостовик остается. Он должен туда-сюда ходить. Пошла. И нужно будет, как я и сказал, все это потом выставить на свои части и затянуть наши винтики. Вот они. Помним, максимально выставляем влево. Вот стукнулось. И вот у нас в одну линию. Осталось теперь только вкрутить наши винтики. Итак, на данный момент геликоид у нас полностью собран, смазан. Понятное дело, что кольца нет смысла накидывать. Он соединяется, получается, с линзоблоком и диафрагмой, только потом у нас накидываются эти линзы. Однако собран он и сделан неплохо. Понятное дело, здесь вот трется в одном месте, вот ближе, да, ближе к бесконечности, но я хочу им поработать, потому что история эта, возможно, уйдет. Все равно спустя какое-то время нужно будет... Вообще хочу сказать, если вы видите, что давным-давно никто не разбирал объектив, и ему много лет, скорее всего, вы пересмажете его один раз, немножко им поработаете, и потом буквально там, ну, в зависимости от того, сколько вы им поработали, через там неделю, или через месяц, или там через 2 месяца, вы берете, разбираете, делаете, ну, не то что работу над ошибкой, а повторную пересмазку, потому что, как я уже сказал, где-то засохло, где-то работали в положении не совсем правильном, где-то вы потревожили, сдвинули, пересмазали, докопались, и оно теперь немножко по-другому закрученное, чуть-чуть притирает. Вот эти все истории десятилетних давностей, я так это назову, поэтому где-то там винт он был, там где-то заменили винт, дополнили, где-то, я говорю, неправильно был собран, пересобрали правильно, притирается, потому что много лет работали в неправильном положении, и уже он как-то было приработано. Вы сейчас поставили заново, и оно все друг с другом уже не контачит так сильно, потому что временем не притерто. Поэтому я в любом случае рано или поздно этому объективу дам еще потом смазку. Ну, вообще ход мне нравится, но, конечно, вот притирает ближе к бесконечности, оно прям где-то закус. Тут два варианта, или это геликоид, или это вот направляющая и винт. В любом случае, ну, нужно дать время, может быть, притрется. Продолжаем наши танцы с бубном. Конечно, этот объектив, он, вот кажется, что внешне он почти в идеале, но внутри он проблемный. Я уже не знаю, сколько раз его бросал, просто потому что мне приходится переключаться на другие вещи, задачи, и жизнь-то она тоже вперед идет. Вот где-то ушел на проект, где-то ушел на подработки и так далее. И я его уже, он у меня лежит там в районе 2 месяцев, я никак его не могу разобрать. И все бы ничего, но вот конкретно этот геликоид я уже пересобирал, я не знаю, раз 6. В чем проблема? Вот оно притирает, закусывает, и хоть ты убей. Вот хоть убей, я здесь уже его притирал, я его уже разрабатывал, я его уже 100 раз туда-сюда уже подтачивал немножко винт, который ходит здесь по направляющей, потому что я чувствую, что он и самим винтом, винт был подобран неправильно, он по ширине вроде как попадает, а по высоте, и оно в желоб этот просто притирает, оно закусывает. Ну, я немножко его на 1000-й наждачке отполировал. Ну, как бы то ни было, я все равно чувствую, что есть. Но уже все, невозможно, он даже где-то здесь закусывает, потому что какие-то, возможно, острые фаски остались, и вот эти все моменты, то есть нужно фасочки делать на этом винте, а сделаешь его сильно узким, оно будет гулять по этому желобу, и будет люфт. И так люфт есть, как на геликах 44.2, здесь в принципе вот тот же механизм. Они все люфтят, потому что у них
Ну, это же не важно, это для фото было не важно все. Люфт, это все было плевать на это. Как я уже сказал, все проблемы фотообъективов именно в том, что не было задачи в идеальном переводе фокуса. И я понял, что перфекционизм это зло. Чуть не посеял этот стопорной винтик этот. Чуть не посеял его и ушел бы этот объектив неизвестно куда, лежать, ждать, пока я найду подобный винт. Ну, слава богу, нашлось. Нашел я его спустя там минут 15 с фонариком, нашел в гараже этот винтик. То есть, ну, действительно, я уже просто плюнул. Будет он, значит, закусывать, будет он вот это вот притирать, шелестеть. Приступаем к нашему узлу линзоблока и диафрагмы. Первое. Я его закручивал, понятное дело, это просто на время. Его можно точно так же выкрутить, ну, чтобы не пылился, я его закрутил обратно. Мне кажется, что вот эту историю нужно чернить, потому что у меня жуткие блики. Притом даже не в контуровом свете. Я думаю, что я это сделаю не на камеру, здесь прям... Ну, я видел у людей, все здесь зачернено, черное-черное. У меня есть самая обыкновенная акриловая матовая краска. Юстировочное колечко не забываем. Его тоже в сторонку потом не найдете. Такое же. Итак, здесь у нас стало сразу намного. Вот сразу вес ушел. Ты уже можешь не бояться его где-то стукнуть, грюкнуть. Но понятное дело, что нужно... Вон у нас есть точка. Понятное дело, что тебе эту всю историю все равно нужно чистить. Берем инструментик наш и выкручиваем. Вот, пожалуйста, у нас кольцо. Естественно, мы не забываем, что снаружи, вот с этой стороны, она вогнутая. Посмотрите. Вот такое большое, толстое. Тоже не посеем в сторону. И вот наша линза. Ее аккуратно просто на тряпочку. Опа. Вот наша линза. Здесь мне больше всего это напоминает гелик. Ну нет, даже не гелик, потому что у него там оно специфично, оно у него... наоборот, значение уходит, да, на Гелиосе 44.2, какая-то такая специфичная у него история. Наверное, это больше Мир 1 напоминает, вот Мир 1 это напоминает, и, скорее всего, Юпитер 11, лимонка, которая вот зеркальная с предустановкой. Смотрите, здесь у нас есть метка, там, где вот у нас винтик, соединяющий узел геликоида и линзоблока. И здесь я вот сделал, посмотрите, тоже меточку, вот она. Сделал меточку, чтобы перед разборкой я понимал, что они потом в конце тоже эти метки должны на свои места. Потому что здесь у нас ничего нет. Нигде. Вот, пожалуйста. Давайте мы вначале выкрутим вот эти два винтика. Этого будет недостаточно, но для начала, для того, чтобы понять, что потом, где нам мешает. Выкручиваем. У нас вот оно ходит спокойно, уже не по вот этим проточкам, не по своим, и уже не двигает диафрагму, видите? Не двигается. Но теперь оно у нас... Мы не можем его выкрутить, нам что-то мешает. Нам мешает первое, это вот этот вот стопорной винт, ограничивающий вот сюда бьется. И потом нам будет мешать вот эта пластинка, ее все равно нужно выкручивать и мыть, потому что здесь все это нужно промывать. Здесь жутко все засохшее, и поэтому оно, ну прям с такими рывками, там, ну невозможно даже силой, да ну куда я такую силу. Ну, так не должно быть, поэтому все здесь нужно мыть. Когда вы эту пластинку отодвинете, здесь будет вон у нас... валик маленький, его не потеряйте, его обязательно тоже нужно, тоже здесь все нужно промыть, но его нужно не посеять, потом не найдете. Мы все выкрутили, и вот смотрите, здесь это кольцо, вот это кольцо, я докрутил сейчас до упора, посмотрите, оно стукнулось. Я здесь не вижу этой метки, да, не видно, вот это вот стоит напротив гнездышка, а здесь нету. Что я сделал? Я вижу, значит, мы делаем полоборота, и вот у нас наша рисочка. И потом еще один полный оборот. То есть потом, чтобы поставить все на свое место, по крайней мере так, как оно было. Но я же должен на что-то опираться. Но будем надеяться, что здесь умные люди все собирали и ну, здесь все более-менее в порядке на своих местах. То есть я заметил, что потом мы просто как сделаем, мы не будем себе парить мозги. Это мы докрутим это потом до конца. А потом сделаем 1,5 оборота назад. И все. Выкручиваем. Это можно, я говорю, с ума сойти. Вот откуда ты знаешь, как ты понимаешь, только методом тыка и каким-то опытом. Притом вот шансы сломать, я начал это все выкручивать просто по резьбе. Думаю, ну обычно здесь вот был один ограничивающий, его изнутри выкручиваешь, и оно все по резьбе выходит. Но хрен там плавал, как говорится.
Выкручиваем вот эти вот маленькие, которые я всегда не рекомендую выкручивать, потому что они просто разделяют вот от той черной части. Но нет, здесь не то. Выкручиваем вот эти маленькие винтики. Запоминаем, что значения вот 2,8, 4, 5,6, они вот тоже напротив риски. Потому что эта риска, это цельная часть, и она точно будет на том же месте, где она всегда есть. Поэтому по отношению к ней открутили. И вот у нас это колечко аккуратненько уходит. Тоже это все на мойку. Двигаемся дальше. Здесь мы видим, что вот у нас есть кольцо. Я так понимаю, это ограничивающее кольцо. И вот у нас есть вот эти винтики. Один винтик и второй. Выкручиваем эти винтики. И затем кольцо, я так понимаю, по резьбе у нас сойдет. И оно какое-то просто ограничивающее, чтобы вся эта история не вылезла вот туда вот наверх. Винтика 3. Один я просто не дошел до него. Аккуратненько. Перед тем, как его сдвинуть, давайте мы сделаем вот напротив хотя бы одного, вот здесь вот маленькую рисочку, для того, чтобы потом вот на один уровень же выставить. То есть вот хотя бы вот так вот царапнуть, для того, чтобы потом знать, что вот на этом месте приблизительно у нас будет вот эта ямочка под эти винтики. И давайте теперь... Нет, я еще что сделаю? Я еще вот эту ямку, вот эту рисочку, и я еще вот здесь вот слева черкану, чтобы прямо на то же место поставить. Сделайте так же, я думаю, это будет правильно. Это видно ничего не будет, но потом после мойки мы, по крайней мере, с вами поймем, что вот именно здесь вот оно было на том же месте. Давайте вот так вот. Вот мы сделали. И все, теперь это ограничивающее кольцо. Давайте, я надеюсь, выкручивать. Да, оно выкручивается вперед по резьбе. Ну, тут понятно, тут вы не перепутаете вверх ногами, потому что вот там, где, видите, она немножко ниже вовнутрь идет, это вот получается туда, в сторону линзоблока. Далее, после этого у нас просто снимается вот это вот у нас колечко. Это которое у нас, получается, тоже двигается вот этим местом под ролик. И у нас остается тоже это на мойку. Ну, мы здесь запоминаем, да, что оно должно вот этим вот пазом, этой проточкой биться вот об этот у нас ограничивающий винт. То есть здесь, в принципе, ситуация понятная. И осталось нам теперь вот это кольцо выкрутить по резьбе. Осталось его вот точно так же выкрутить вот туда направо. После этого у нас снимется эта часть. Он какой-то, не знаю, сложный, сложнее, чем на остальных объективах. Зачем было делать так сложно? Ну, вот вам и наша разработка. Итак, в конечном итоге кольцо это было снято. Не без помощи грубой физической силы. Ну, по-другому, я так понимаю, не работает, когда 70 лет никто туда не залазит. И никто понятия не имеет, как это сделать. То приходится, грубой силой, потому что ты даже не понимаешь, что ты делаешь, правильно ли ты делаешь, как ты делаешь, в какую сторону и так далее. Но, в принципе, здесь уже теперь все понятно. Это кольцо у нас тоже на мойку. Вроде все в порядке. И последнее у нас это колечко. Точно так же у нас вот по этой же резьбе. Только, понятное дело, все здесь уже... Я уже смыл бензином. Здесь каменный слой был смазки, просто каменный. И это у нас вот так вот снимается. Есть. Что у нас остается? У нас остается диафрагма внутри. Значит, как она откручивается, если вам нужно это сделать, я это делать не буду, сразу говорю. Откручивается она очень легко. Вот эта штука просто по резьбе вот так. Бам. Оно, честно говоря, даже не затягивается, не знаю почему. Ну, я вот силой затянул, и оно очень легко вот откручивается. Короче, мы это откручиваем, сразу предупреждаю. Если вы будете откручивать, никогда не откручивайте вот так вниз. Она у вас сразу высыпется. Откручиваем вот так наверх. Откручиваем. Потому что оно прижимается, в том числе вот этой вот частью. И мы видим нашу замечательную диафрагму. Я рекомендую в нее не лезть, если нет такой дичайшей необходимости. У меня нету. Вроде бы с ней все в порядке, насколько только это можно. Понятно, вон чернение пооблизало. Ну, что ж тут поделаешь, я видел, что на многих объективах оно пооблизало, вот особенно вот в районе кончиков. Вся эта история у нас разобрана. Это, конечно, без комментариев, я говорю. У тебя есть
там, не знаю, десяток объективов, которые ты разбирал вот каким-то таким образом, это было правильно, и ты понимаешь, что нужно это делать так. Но вот ты сталкиваешься с объективом, который ты понятия не имеешь, как разобрать, и ты думаешь, что схема примерно такая же, ну, по логике вещей должно быть какое-то подобие. Но сталкиваешься с тем, что вот объектив, уже второй, один я разнес в хлам, объектив, геликоид разнес в хламину, потому что, неадекватно себя повел объектив. Жалко, объектив дорогой был, ну да ладно. И здесь, понимаете, история вот была вот на волосок вот от гибели. То же самое, потому что кольцо это вот кольцо, я начал откручивать в ту сторону, в которую оно откручивается у десятков объективов, а это было здесь, в этом объективе неправильно. Это вот я просто клоню к тому, насколько вообще безумный труд этим заниматься, когда ноль знаний, ноль. Как бы то ни было, узел линзоблока и диафрагмы у нас разобран, все это отправляется на мойку. Ну что ж, все вымыто. Здесь тоже все вымыто. Сухие лепестки. Я все это вымывал, потому что был какой-то такой плотный, липкий слой уже подзасохшего масла. И, так себе история. Поэтому пришлось это все вымыть. Все здесь неплохо. Надеюсь, сейчас все будет в порядке и все нам получится правильно и хорошо, потому что деталей много, на удивление прям много деталей. Будем потихоньку все это собирать и смазывать. Я сделал вот здесь вот чернение, элементарная матовая акриловая краска, маленькая кисточка и вперед вот такими движениями очень-очень-очень аккуратно. Я надеюсь, что здесь блик этот поможет. Огроменный здоровенный блик как-то спасти, потому что там просто на пол кадра здоровенный бличина, причем не в контровом свете, что самое интересное. Как и почему, я не понимаю. То есть, опять же, понять, может быть, линза, хотя я сомневаюсь, она немножко вогнутая вовнутрь, мне кажется, это состояние правильное. Может быть, где-то линза, там, не знаю, надо это все, я говорю, информации абсолютный ноль. Только методом тыка, методом исключения каких-то процедур можно понять, становится лучше, хуже. Люди не пишут, то есть сколько я посмотрел статей на этот объектив, люди не пишут, что вот огромный здоровенный блик. Но я заметил, что я видел вот одно буквально видео по разборке, вот здесь у человека было зачернено, поэтому я сделал то же самое. Буду смазывать эти все вещи я, как обычно, кастролом. Почему? Потому что довольно много здесь его смазывать и сумма у этой смазки, видите, была какая? Но здесь есть одно но. Здесь у нас 300 грамм. А вот это вот силиконовая там за рублей 725. Вначале мы всю эту резьбу, по крайней мере, вот эту часть, вот эту левую часть, вот если от этой у нас гнездышко этого под винтик, вот здесь. Потому что здесь у нас будет ходить вот эта деталь и двигать диафрагму, она должна ходить на смазке, чтобы было плавно. Вот, резьба должна быть смазана. Поэтому давайте мы как минимум вот эту часть всю смажем. Всю вот эту полоску, вот так. Теперь просто берем и накручиваем эту деталь. Помним, что ее, в принципе, можно там до упора докрутить. Так, аккуратно по виткам. А потом мы будем ее регулировать немножко назад. Вот сейчас она будет туже накручиваться. По смазке, понятное дело, потом эта вся история разработается. Она намного стала плавно. Посмотрите, как она плавно теперь ходит. И шум ушел. Теперь видим наше это гнездышко под винтик. Берем наше кольцо. Я думаю, что его смазывать не нужно, потому что оно накрутиться должно жестко. И жестко зафиксироваться вот этим винтиком. Нам нужно наша точка. Вот с правой стороны, видите, немножко расстояние больше. Вот так оно и было. Здесь, с этой стороны, меньше расстояние. Сейчас покажу вот этот вот. Отсюда немножко меньше расстояние, да, вот если посмотреть, здесь больше. Вот так оно и было. Я запомнил. Мы просто берем, накручиваем. Здесь маска не нужна, его нужно накрутить аккуратно и жестко посадить. Ямка под винтик. Все, сюда можно теперь вкрутить вот тот вот винтик, который именно фиксирует. Так, теперь накидываем наше колечко. Вот оно здесь свободно ходит.
Я его изнутри не смазывал, смазки более чем достаточно. И мы примерно понимаем, да, у нас где что. То есть мы ищем начало наших этих подвалик. Где у нас первый? Вот он первый. Это у нас первое гнездышко под сюда, валик. И прикручиваем вот эту пластинку. И мы видим, что в принципе здесь же мы вышли то же самое вот на этот ограничивающий винтик. Закручено. Два слова, быстро поясню. Вот этот вот нижний винтик вы закручиваете максимально до конца. Это для тех, кто не сталкивался с такой системой. Вот этот вот винтик, он регулирует натяжение вот этой пластинки. То есть вы хотите, чтобы оно там щелкало помягче, или там наоборот пожестче, кто как любит, там по чувствительности. То есть оно должно вот оно щелкает по этим валикам. Кто-то любит посильнее, кто-то любит послабее. Главное только его, чтобы совсем не отваливалось. Вот. Вот оно, да, нужно поработать, оно вот еще нормально, не до конца. Нет, оно все ходит замечательно по сравнению с тем, что было. Вот, нужно просто, чтобы оно немножко поработало. Поэтому здесь вот это регулируйте вы сами по вашему желанию. Так, двигаемся дальше. Все, механизм работает. Я отрегулировал так, как мне по душе, чтобы оно щелкало. И осталось теперь, вот оно. В принципе, хорошо оно ходит. И теперь осталось, помните, ищем нашу риску. Вот она. Вот. И теперь это колечко, понятно, здесь сразу все понятно, здесь вот этой стороной. Накручиваем. Я вот думаю, нужно ее смазывать или нет. Так как эта часть ходит, вы знаете, давайте вот эту вот внутреннюю тонким слоем, потому что она не исключено, что будет об нее тереться. Давайте мы немножко смажем всю эту историю. Или давайте смажем вот эту часть. Но дело в том, что здесь было все в засохшей смазке. И я просто не понимаю, где, как лучше оно должно. Давайте вот аккуратненько вот эту вот всю часть мы промажем. Механизм не такой уж и сложный. Но фишка в том, что ты... так. Уже встали. Вот. Все. Осталось только дотянуть. Вот так. Нет, понятное дело, нужно выйти на винтик. Да, очень плотно оно становится. Что нужно сделать? Нужно дотянуть это кольцо. Вот осталось где-то миллиметр дотянуть. И закручиваем наши винтики. Все у нас закручено. Все вставлено. Хорошо, что я, кстати, смазал. Нужно было смазать на самом деле еще сильнее, потому что вот это кольцо, оно вот это придавилось последним и довольно туго идет. Поглядим. Я думаю, что еще нужно немножко поработать. Вот этот уже можно закручивать смело, ограничивающий. Если мы поймем, что что-то там где-то у нас немножко не работает или нужно перекрутить, тогда мы его открутим, отрегулируем наше последнее колечко. Хотя я думаю, что оно уже выставлено более-менее правильно. Давайте накрутим, потому что нужно им поработать. А ограничивать еще пока ничего не ограничивает. Да, по поводу этой детали, последней. В принципе, она уже плюс-минус стоит на своем месте, но все же она упирается вот здесь. И то есть ближе туда мы ее пока не можем. Что сделаем? Можно оставить и так. То есть я не думаю, что оно где-то чем-то будет зацепляться. Мне кажется, нет. Это просто как регулировка колец туда-сюда. Но в тот же момент давайте вот открутим. Я знаю, что это неудобно, я сам, как говорится, сталкиваюсь с этим объективом тупо первый раз. Поэтому открутим это, немножко отрегулируем вот эту часть по отношению ко всему и вот к нашим этим меткам. И тогда уже закрутим. Закрутили вот эту часть. Я думаю, что я сделал ровно то же самое, что и на самом деле было до, но лучше было, как говорится, перебздеть, чем недобздеть. Теперь закручиваем наше колечко. Давайте его накрутим, потому что очень тяжело и неудобно. Помним, да, вот смотрите, у нас максимально открытая, да. Вот у нас дырочка, вот здесь ее видно, под эти винтики, которые диафрагму двигают. И здесь вот у нас значение 2,8. То есть, и вот, в принципе, оно уже ограничивающее, дальше оно уже не пойдет. Дальше мы будем кольцо сдвигать вот туда, на себя, на нас, и будет, соответственно, дальше ходить вот эта часть. Итак, давайте мы все проверим. Это закрутили, винтики утоплены, все на своих местах. Далее, эта вся
видим риску здесь, риску здесь. Совпало, совпало. На самом деле, вот как я и сказал, вот они совпали. Ходит, значит, закрутил здесь, закрутил здесь. Есть. Ходит ли оно у нас? Ходит. Ходит плавно. В принципе, все в порядке. Сухая диафрагма. Не скрипит. Вроде бы ходит. Понятное дело, что нужно немножко поработать. Так, теперь мы должны попробовать нашу эту систему предустановки. Работает она здесь плохо. Она здесь действительно почему-то плохо скачет по вот этим вот валикам. Давайте я аккуратно попробую. И очень туго. Туго, кстати, оно и было. Но вот оно прям... Вот в этом отношении, я извиняюсь, сделано ужасно. Но оно не попадает нормально на эти... Вот где эти... Валик этот? Вот, валик встал. Не знаю, может быть сильнее затянуть. Но что-то я чувствую, что я немножко поработаю и сильнее смажу вот между вот теми двумя последними кольцами. Потому что прям... Хотя вроде смазал. Давайте мы проверим наш ограничитель. Работает? Работает. Давайте еще немножко. Но вот оно прям в этом отношении... Ну вот оно все. Работает сильнее? Работает. Давайте мы прям до конца. Работает? Работает. А теперь давайте сделаем максимально открытую предустановку. И вот у нас то есть ограничитель работает. Немножко люфтить оно всегда будет. То есть, ну здесь надо, возможно, немножко поработать, но здесь начинается какая-то пробуксовка. Меня это прям сильно смущает. Но, да ладно, сейчас я иду мыть ручки. Все это собрано, все это работает. Сейчас я иду мыть ручки и ставить линзы. Вкручиваем передний линзоблок. Если у вас не совпадут красная точка и вот эти вот значения, значит нужно просто перекрутить эту резьбу, отпустить вот эти винтики и поиграться, чтобы у вас все состыковалось по значениям. То есть это если вы где-то на одну позицию перепутали. Давайте закручивать передний линзоблок. Естественно, перед этим я все продул немножко грушей. Дотягиваем немного до вот этих значений. Вот так, все. Здесь, конечно, отвратительная система предустановки. Не знаю, ли она здесь такая. Но действительно жестко, очень тяжелая, очень какая-то жесткая. А потом оно здесь вообще нужно, я не знаю, какую силу приложить, чтобы это все выставить. Идиотизм. А потом оно срывается на 22, на 16, на 11. Причем я думал, что здесь вся проблема смазки. Это не смазки, она какая-то в этом отношении дебильная. Вот здесь прям нужно, я не знаю, какую силу, а потом на 4, и оно вот на 2,8 просто опять срывается. Короче, глупо сделано. Не знаю, или это в нем такая проблема, в этом объективе, фиг его знает. Ну, неважно, будем работать диафрагмой. Хорошо, осталось только последнюю линзу вставить и колечко закрутили, затянули инструментом. Здесь все, ну, предельно понятно. Линзоблок и диафрагма у нас собраны. Накидываем наше юстировочное колечко. И давайте потихоньку это все соединять, потому что здесь не так все просто. Еще здесь нужно еще 2 кольца. Нужно будет потом соединить. Так, накручиваем эту историю. Так, накручиваем. Сейчас будем дотягивать, чтобы оно состыковалось. И потом вот этим винтиком маленьким мы это зафиксируем еще дополнительно. Зафиксировали, он утопился у нас, все в порядке. Теперь мы накручиваем вот это колечко. Это у нас колечко предустановки. Не предустановки, а как бы то кольцо, которое само фактически двигает у нас диафрагму. Так, давайте ищем значение. Вот у нас наша точка. И с нашими значениями остальными состыковываем. Итак, первое кольцо. Винтики затянули. Это те, которые подлиннее. И вот у нас все в принципе замечательно двигается. Ну и осталось наше последнее кольцо. Точно так же накидываем. Помним, что у нас, если вот так вот смотреть вертикально туда, это у нас будет бесконечность.
Вот мы выставили бесконечность и ищем точно так же у нас на кольце бесконечность. Вот мы у нас выставили. Вот так. И примерно понимаем, где у нас тут должны. Вот у нас, пожалуйста, состыковались все дырочки. Начинаем это все потом просто накручивать. Итак, последние винтики у нас закручены. Все у нас здесь, ну, здесь ходит прям отлично, с учетом того, что где-то оно там, конечно, я уже говорил, но ходит плавно. Это самое главное. Я думаю, что нужно им просто немножко поработать. Где оно там закусывает, притирает, пусть уже себе притирает. Ну, потому что непонятно, что там происходит, где там проблемы. Это проблемы сборки изначально, или им уже так поработали. Ну, то есть, то, что объектив старый, действительно, несмотря на то, что внешне он кажется великолепен, здесь действительно хватает проблем. И все здесь было закише, и была эта мертвая, загустевшая, окаменевшая смазка. Ходит отлично, намного лучше, чем было. Действительно, нужно будет немножко поработать. Здесь то же самое. Ходит замечательно. Ну, по поводу вот этого, конечно, это без комментариев. Я, честно говоря, надеялся, что мне получится это исправить, но не исправил. Здесь какая-то, ну, нездоровая ситуация вот с этой предустановкой. Ну, понятно, здесь надо немножко вот сюда и обратно. Ситуация нездоровая этого пробуксовки на 8,5,6 просто пипец, а потом оно, как я и сказал, срывается. Ну, слушайте, все работает. Понятно, немножко где-то оно здесь везде подлювчивает. Но как бы то ни было, он полностью приведен в порядок. Понятно, немножко тирануть переднюю линзу. Что ж, не могу сказать, что он очень сложный. Просто нужно понимать, когда ты не понимаешь, действительно ты можешь его прямым текстом сломать. То есть вплоть до того, что ты его ломаешь, и он у тебя ищет деталей или каких-то винтиков или чего-то, всего лишь потому, что нет информации внятной, нормальной, нет ни одного видео, почему, то есть, не знаю, 50-х, 60-х годовой объектив, почему за эти 50-70 лет никто не снял даже какого-то там, ну не знаю, ну 480 видео. То есть у нас люди, это как они делают, это вот они его здесь разбирают, как я уже сказал. Старую смазку, блин, где-то там тиранули какой-то тряпкой, ничего не вымыли, налили туда поверх какого-то там непонятного, блин. Ладно, не буду говорить, чего налили, намазали, размазали, вы поняли, что налили туда. И сказали, все это дело смазано. А то, что у нас перемешивается старая, окаменевшая, которая хрустит, трещит, то, что у нас потом геликоиды выходят из строя, здесь, возможно, та же именно проблема. У нас, я сомневаюсь, что он был вымыт. Здесь вот эта штука была просто откручена. Вот так вот, оно здесь все оголяется. Поверх было намазано какого-то, ладно, смазки было намазано. И потом все у нас вот поверх старого. Вот неудивительно, что этот теперь он здесь непонятно, что там внутри, где что. То есть оно, не знаю, отполировать, возможно, нужно. Просто все это отполировать, притирать бесконечным образом. Но я считаю, что уже нужно им поработать, уже фиг с ним. И тогда все будет хорошо. Потом, если мне не понравится, через год или полгода я его еще раз разберу и сделаю так же самое. По поводу этой истории такая же абсолютно ситуация. Что там как, непонятно. Где что, где сделано неправильно. То есть вся это, ну, нужно им поработать. Я, конечно, буду стараться вот это. Возможно, я пересмажу этот перед, хотя, честно говоря, неохота. Как бы то ни было, нужно сделать хоть какие-то тесты и понять, остались эти блики, не остались, в чем проблема, тоже никто не говорит про эти блики, непонятно, что за ситуация, как ее исправлять и так далее. Но нужно сделать хотя бы какие-то элементарные тесты. Куда же мы без нашей пальмы? Только 2.8. Никакого у нас профиля не включено, никакого динамического диапазона нету. Это то, что выдает сам объектив и 8-битная камера. Да, она 8-битная, никаких 10 бит здесь нет. Вот у нас закатное солнце уже начинает. Вот вам бакешка. Только 2.8. Я отбиваюсь по карте серого. С учетом того, что все равно оно все не точное, потому что фильтр далеко не самый топовый. Бюджет. Карта серого. Ну, я думаю, карта серого там какая-то китайская тканюшка, понятно. Ну, как бы то ни было, вот. Вообще, конечно, интересная баке. Баке действительно интересная.
Но фокус — это провал у этого объектива. Как по мне, это просто полный провал. Ну, красиво, красиво. Размывает спереди, размывает сзади. Очень красиво вообще. Действительно, в этом отношении я думаю, что крупные планы будут великолепны. Отделение от фона, конечно, сумасшедшее. Сейчас вот фокус на желтом цветке. 2.8, только 2.8 диафрагма. Вот я перевожу на другие цветы. Вот он на других цветах. Ну, это 135 мм, конечно, идет сумасшедшее отделение от фона. Такой объектив так и должно быть. Для этого он у нас и проецировался. Понятное дело, что на 2.8 тут надо прикрываться, чтобы был хоть какой-то грип. Цветопередача очень интересная, красивая, мне очень по душе. Как оно. Понятное дело, что здесь нужно немножко где-то засвет, где-то пересвет. Это оно все не любит. Но мы снимаем без плоского профиля. Нету никаких динамических диапазонов. Это 8 бит. Однослойное просветление. Поэтому тут уж, как говорится, дань уважения все-таки есть. Сейчас я немножко фильтром чутка приоткрою. Да. Немножко приоткрылся фильтром. Диафрагма только 2.8. Я сейчас кручу фильтр. Картинки у меня вопросов нет вообще. В этом отношении все замечательно. Интересная картинка. Красивые цвета, хорошая резкость на самой открытой. Ну, здесь вопросов нет от слова совсем. У меня большие-большие претензии к фокусу. Прям огромные. Потому что при таком перегрузе на лицо у объектива тянет вниз. Огроменная линза, огроменный линзоблок. И у нас геликоид естественным образом тянет его перекашивает. То есть, блин, ну это просто провал. То есть нужно было делать направляющие. Делать, которые держали бы, распределяли нагрузку. Здесь это просто фейл. И вот оно не исключено, что и пришло-то в негодность, исходя из этого. И давайте самое важное. Сейчас поймем, если у нас блик. Сейчас я немножко пересветил картинку. Ну вот я закрываю именно диафрагму. Нигде ничего. Там он начинал. Давайте еще затемним. Ну вот вообще темно. Да. Это 22. Там у нас блик появлялся от 4, по-моему. И просто был жуткий блик. Вот я сейчас от 2.8 закрываю. Блика нету. И именно вот примерно даже в этом месте, вот на таком даже не контровом свете был блик. Самое что ужасное. Нет, блика нету. Блин, чернение помогло. Вся проблема была в этой латунной детали, латунной резьбе, которая, видимо, бликовала. Ну вот, давайте, лютый контур. Прям почти, ну, если я вот подниму, то солнце, вот солнце прямо в объектив. Если учитывать, что... Я немножко сейчас фильтром. Вот, если учитывать, что линза передняя очень близко, я не использую сейчас эту трубочку, не использую блендочку, то, в общем-то, неплохо. Интересно, красиво. Нету именно там, вот там просто такой бличина, который именно таким пятном. То есть он, это не вот дымка, которая сейчас везде покрывает весь кадр, именно контровая история советских объективов, да и не только. А там именно такой был блик пятнообразный, который просто вот посередине тебе вот 2/3 кадра, и вот там по сантиметру от краев экранчиков оставалось. А здесь ситуация другая. То есть чернение действительно помогло. Это большой плюс. Съемка под дождем. Очень, я говорю, этот объектив. Вот ветер у нас льет весь день. Вот выскочил, дождь еще, ну, хоть чуть-чуть прекратился. Ну, вернее, он-то идет, я выскочил на 2 минуты. Вот такие интересные, я говорю, этот объектив, он очень любит атмосферу создавать. То есть он такой и в чем-то воздушный, и размывает и спереди, и сзади классно. Очень такие атмосферные кадры. В плане атмосферности ему, конечно, большой-большой плюс.
Пасмурная погода, холодный свет, я на 5600 отбился. Не стал по карте серого отбиваться, здесь полностью пасмурно, солнца вообще нет. И все такое вот холодненькое, вот так вот он рисует. Естественно, диафрагма только 2,8. Ну вот если чуть-чуть раз и уже вылетает, поэтому здесь вот сейчас у нас на ягодках у нас фокус. Ну, резкость на 2,8, к ней претензий нет. Картинки у меня вообще вопросов нет. У меня есть большая претензия к фокусу, потому что, ну, ведет он себя неадекватно, ну, просто шевеленка, все люфтит, кряхтит, трясется, вылетает из кольца переходника 39-42, это нужно зажимать жестко, но это невозможно. С рук переводить фокус без вот такой вот истории невозможно, это гон. Тоже такой атмосферный кадр, этот объектив реально любит такую дождливую атмосферную погоду. В этом отношении, мне кажется, так его можно назвать. Объектив для атмосферных кадров. Единственное, конечно, вот фокусировку очень тяжело делать. Ну, понятно, почему. С ним надо что-то делать с этим фокусом. Любит серую пасмурную погоду. То есть он действительно показывает себя великолепно. Великолепную картинку, раскрывается, дает объем. Причем, я уже сказал, то есть 8 бит камера, выключены все профили, я не снимаю специально с динамическим диапазоном, чтобы вот показывать максимально вот как оно есть, на самую бомжовскую камеру, как будто нацепили и так далее. Вот. Очень красиво, действительно, вот как он раскрывается, как он показывает перспективу, очень красиво. Ну вот очень красивая картинка. Вообще, блин, если бы не фокус, попробую я что-то с ним сделать, но было бы просто шикарно. Вообще претензий нет, картинка, ну, офигительная, просто офигительная. Посмотрите, какие тона. Вообще к этим, ну, вопросов ноль у меня картинки. Даже понятно, что он создан для того, чтобы снимать им людей 135 мм, но я немножко играю фокусом. Вот на ближних листиках. Но посмотрите, какая все-таки цветопередача. Очень красиво, то есть и природу можно снимать где нужно, и людей, вот чтобы фон красивый был. То есть в этом отношении, говорю, здесь у меня вопросов нет. Ну, как они так додумались с этим геликоидом, это, конечно, вообще, ну, очень красиво. Итак, давайте сделаем какие-то выводы, какие-то мои суждения, потому что я увидел, потому что я исправил, с чем столкнулся, с чем не столкнулся и так далее. Значит, какая-то общая оценка. Ну, конечно, объектив интересный. Вот давайте будем честными, непредвзятыми. Объектив действительно крайне интересный. Особенно, ну, вот это просветление. Я думаю, что и с малиновым тоже все в порядке в этом отношении. Но вот этот вот с янтарным просветлением, конечно, цветопередача крутая, конечно, картинка интересная. По поводу той проблемы, с которой я столкнулся в начале, то есть были жуткие блики, просто вообще лютые блики, причем не в контровом, а именно даже по солнцу, но это был какой-то ужас, я не стал это показывать, потому что, ну, это пипец какой-то, я вообще не знаю, что это такое, я аж прям выпал с этим объективом, думаю, о, вот это я попал, будет валяться на полке. Однако после того, как я зачернил передний линзоблок, эта история исчезла. Все стало в порядке. Ну, кроме этого, я еще и вымочил диафрагму, она теперь полностью сухая, хотя на ней было масло, был такой мерзкий, липкий слой масла, знаете, такой тонкий, и в тот же момент он уже засох, такой прям липкий, неприятный. Все это я вымочил, она не скрипит, все в порядке. Понятно, что еще немножко ей нужно поработать, понятно, я только ее сделал. Она не скрипит, все, ну, немножко вот здесь вот что-то есть. Но опять же, не забывайте, что вон они... Видите, их так много, что они между собой, естественно, цепляются. Это с этим ничего не поделаешь, это такие диафрагмы раньше были. Когда лепестков 6, они между собой вот так вот не закусываются. Поэтому с этим ничего не сделаешь. Это мы исправили. Очень доволен, что так получилось, что теперь им можно работать. Ну, по поводу оптической схемы сказать ничего не могу. Я не знаю, что это за оптическая схема. Она уникальная, объектив наша разработка. Мы это уже знаем. По крайней мере, из той информации, какая у нас есть. Но вот где большой минус, и я не знаю, что с этим делать, это фокусировка. Вот если его сейчас держать в руке, все в принципе плавно крутится, все более-менее в порядке.
Но когда он вот этим вот огромным своим хоботом, так это назову, перевешивает и начинает нагрузка наперед идти, становится большая проблема, то есть он просто затирает жутко. Этот реально фокус начинает жутко притирать, потому что идет нагрузка по диагонали. Это полнейший фейл со стороны разработчиков, полнейший. Потому что я не знаю, может быть, почему об этом не говорят, я не знаю, почему об этом не говорят. Я думаю, что история такая, если не у всех, то у многих. Я не знаю, есть ли там отличия в черном. Когда я его разберу, и когда я его там сковырну, тогда я пойму. Но, может быть, там исправлена эта история. Но здесь идет перекос из загруза вот туда. Эта часть, она полностью пустая. И в итоге его тянет вот так по диагонали. И здесь идет, жуткие трения, жуткие закусы, зацепы. Естественно, что пока я с этим ничего сделать не могу. Почему нельзя было делать? То есть здесь, я извиняюсь, но 2 части геликоида. Но вы типа прикалываетесь с такой нагрузкой, с таким весом? Это полнейший бред. Возможно, всем реально было похрен, потому что это был фотообъектив, и тебе просто нужно было вот так провернуть колесо, сделать фокус, тебе не нужно переводить фокус. Но вот когда ты сейчас, да, оно идеально плавно, но повторюсь, когда оно висит вниз и переваливает, нагрузка просто неадекватная, и оно закусывает, то есть перевести фокус нереально. Но это фотообъектив, об этом даже, скорее всего, тогда никто и не думал. Никто не задумывался. И поэтому конструктивно это не было вообще поставлено на... были видеообъективы, были киносъемочные объективы и так далее. Это был фотообъектив. Все, точка. И поэтому, мне скажут, какие претензии. Вот и все на этом. По поводу картинки. Картинка мне пришлась по вкусу. Свет очень дерганный сейчас. То тучи, то солнце, то все серое, сизое, уже дело к вечеру, то закат и так далее. То есть сложный свет. Очень меняющаяся, картинка интересная, ведь где-то холоднее, где-то в тени, где-то на солнце, где-то она теплее. Как бы то ни было, картинка прикольная. Действительно, у этого объектива картинка замечательная. В этом отношении проблем нет. А по поводу того, буду ли я им пользоваться, я думаю, что какие-то статические крупные планы на нем будут шикарные. Где ты в основном вот вышел на резкость, у тебя картинка все или на штативе, или с рук, с какой-то шевеленкой. Потому что, перевод фокуса, мне кажется, это гиблая история на 135 мм, честно, мне кажется, это бред. Как хорошо, какой-то микрофокус, где-то там человека на человека перевестись, я думаю, можно будет. Вот, но опять же, это скорее всего статика, потому что крутить не самое удобное кольцо фокусировки, еще и с такой нагрузкой, то есть оно тянет вниз, это тебе нужно хобот придерживать вот так вот пальцами. Или, кстати, есть вариант попробовать, для поддержки объективов. Но вот получится ли куда-то его сюда вот здесь подставить, обычно оно вот здесь вот крепится. Не к хоботу, оно обычно вот здесь крепится, поддержка объектива, возле байонета. Поэтому тоже такая история. Получится, не получится. Кстати, вот под хобот, под носик какую-то подставочку, действительно в этом есть смысл какой-то. Знаете, как это была макроприставка, вот она вся такая на направляющих. Была здесь зацеп был, а здесь камера с объективом уже прикручивались отдельно. Вот было бы неплохо такой подставки продумать, но, честно вам скажу, я этим заниматься не буду. Вот. Так что объектив любопытный. Скажу честно и прямо, никогда не пытался вас налюбить. Я, наверное, не буду рекомендовать вам покупать этот объектив. Почему стоят они нехило? Там 8 тысяч, 10, 12. Фокусная, крайне у него 135 мм, оно классное, но это именно чисто людей снимать. То есть это очень специфичный объектив. Это то же самое, как я вам скажу, не покупайте волна 9. Не покупайте этот макрообъектив, да, я знаю, но просто купите себе LZ-шку для начала, для того, чтобы попробовать. Купите за 2000 LZ-шку. Не покупайте за эти 5000, 6 волну 9. По-моему, 9, да? Макрообъектива. Вот здесь та же самая история. Да, у него картинка совершенно другая, она и близко не стоит с всеми этими зонарами. Действительно, не стоит, это другая история, это другая картинка. Вот, но это другой объектив. Но вот с точки зрения конструкции, большие вопросики по поводу фокуса. Поэтому, если за какие-то копейки, за 1000, не знаю, 3-4 попадется, да, можно брать.
За 7, 8, 10, 12, мне кажется, нет необходимости. По поводу черных сразу говорю, не могу я сказать. Я не знаю, лучше сделали ли там какие-то направляющие, сделали ли более мощный геликоид. Я не могу эти все моменты знать. Может быть, они сделали более мощный геликоид и прокатывает. Ну, я не могу сказать. Может быть, они более сделали тяжелую вот эту часть, и она как-то уравновешивает. Кто его знает. Но вот в этом, конкретно в этом серебристом образце, вот здесь это прям проблема. И я теперь понимаю, почему этот объектив слили, потому что когда покупал мне его брат, мужичок, который продал, говорит, я не понимаю, почему это говно за такие деньги сейчас так пользуется спросом. Ну, он так это сказал, типа он какой-то, ну, сказал плохой объектив. А тут дело не в том, что он плохой конструктивно, вот здесь вот проблема. Ну, то есть он что? Я не знаю, может быть, это был балбес, который его там тоже как-то не досмазал, пересмазал, не разобрался. Опять же, он поймал блик, это 100%. 100% поймал блик. И, ну, вот я очернением эту историю, все четко. Нет никакого блика. Ведет себя теперь хорошо. Ну, то есть у нас там человек явно столкнулся с этими проблемами, ну, какнул и продал его. Вот как-то так. Хорошо, заканчивая. Я думаю, что следующий объектив, я буду Пентакон. У меня есть только 29 миллиметров, но это немец. Я не знаю, с чем я там столкнусь. Вот, я просто не знаю, но хотя бы пересмазать геликоид, я думаю, что мы точно должны. Вот. 100% там какая-то сложная, муторная система, я не знаю. Ну, будем разбираться. Потому что, во-первых, он мне и самому нужен. 29 мм я уже показывал. И недавно снимал короткий метр, снимал на него. И в том году диплом снимал частично кадр на него. Когда мне не хватает 37 мм, узковато или там, ну, нужно шире, нужно влезть, я надеваю 29 мм. И в принципе у него тоже старая винтажная картинка. Он MC. Он более выдает стабильную картинку, понятное дело. Схему, не знаю, что у него за схема, буду разбираться, что у него там за схема. Но объектив достойный, хороший, пентаконы достойные. И я надеюсь, у меня нет ни 50, ни 135 мм, но я надеюсь, что примерная система и схема разборки, какие-то вот, ну, где-то что-то отделить, я думаю, что там будут похожи. Надеюсь, это принесет пользу, потому что пентакон, полтину, ну, они стоят 5-6 тысяч сейчас на Авито, и как, ну, покупать, блин, ну, если попался мне там, ну, за 1002 раздолбанный, как вот этот мне попался за 1000 рублей, он разбитый, я все покажу, у него там потертое просветление, вот тогда, да, в этом был бы смысл, я бы разобрал. На этом, я думаю, все. Значит, следующий я буду стараться разобрать пентакон 29 мм. После этого я разберу, скорее всего, тесарчик, который тубусный, потому что точно так же никакого разбора внятного, адекватного на ютубе у нас нет. Все как обычно. После этого, не знаю, зенитар, подумаю. Ну, дальше уже будем думать. В принципе, объективы еще есть. На этом спасибо. Спасибо за просмотр. Спасибо за донаты на Бусти. Спасибо большое, потому что всегда на бензин, на смазку это никогда лишним не бывает. На какие-то эксперименты, где-то что-то я там 10-15 раз пересмазал, пересмыл, бутылка 2 ушла бензина. Спасибо большое всем, кто подкидывает мне на Бусти. Действительно спасибо. Жалко, конечно, что это не является заработком, потому что тогда можно было бы сидеть и целыми днями спокойненько себе заниматься. А так приходится на месяц, на 2 пропадать. Но будем стараться делать дальше, будем стараться разбирать дальше. Увидимся на канале.